Трамп сливает дату перемирия с Россией, а Путин тихо соглашается. Пока они договариваются, российская артиллерия бьет по жилым домам. И сколько выстоит Польша против РФ? Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Дипломатический скандал. Джей Ди Венс едет в Гренландию. Как отнесутся к этому в Дании? Из Казахстана испарились миллиарды. Кто покрывает контрабанду с Китаем? Суд спас Радио Свободу. Закрытие отменяется, по крайней мере, пока. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Дональд Трамп не видит ничего страшного в том, что Россия затягивает начало мирных переговоров. Говорит, я и сам так 100 раз делал, когда заключал невыгодные сделки. Но, тем не менее, президент США признает, что РФ затягивает с перемирием. В Москве одновременно с ним заявляют, что о прекращении огня было договорено еще 18 марта, после разговора Путина с Трампом. В общем, ситуация сложная. Итак, мы добились большого прогресса на 2 направлениях. Это Россия-Украина, а также Ближний Восток. И мы увидим, что произойдет. Мы ведем глубокие переговоры с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все идет хорошо, но это ситуация, о которой мы не должны были даже думать. Этого не должно было случиться. К слову о перемирии, теоретически, даже если принимать российскую точку зрения, то с 18 марта они не должны были обстреливать энергетическую инфраструктуру. Да, действительно фигурирует временный мораторий, действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор 2 президентов, президента Путина и президента Трампа. Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, и Путин согласился. Мораторий на нанесение ударов по энергосистеме. Из 5 пунктов перечислен в том документе, поэтому именно исчисляется 18 марта. Но это ведь не значит, что должны были обстреливать жилые дома вместо энергетической инфраструктуры. А именно этим российская артиллерия и занимается, похоже. О том, кто будет следить за прекращением огня на море и в воздухе, как это будет работать, мы спросили опытного военнослужащего, генерал-лейтенанта и экс-замначальника украинского генштаба Игоря Романенко. Сложно дифференцировать, по каким можно бить, по каким не бить, и что будет удаваться. И потом, если, не били по энергетическим, а били по соседним, то можно сказать, что сторона применила средства радиоэлектронного подавления или будь что, или уничтожали, воздушной волной откинула. В общем, и вместо того, чтобы не бить, все-таки прилетело средство и ударило по этому энергетическому объекту. И так можно оправдывать все, что угодно. То есть, если есть желание реалистично на основании объективной ситуации, которая складывается, вести себя, можно проходить и выходить из этой ситуации, идти на дальнейшие этапы переговоров. А если нацеленность, как у Путина, затягивать это, выигрывать время для того, чтобы захватывать как можно больше земель, особенно в этих 4 областях, ну и вообще, так сказать, систем задачи, которые он тут ставит, военно-политические по территориям, то и соответствующий будет результат. Ну о каком перемирии и мирных намерениях может идти речь, когда даже российские так называемые священники считают, что пропаганда войны – это не просто нормально, но и похвально? Вот любой мальчишка, который любит страну, он говорит, я хочу быть там, где решается судьба моей страны. Хочу быть там, на линии боевого соприкосновения. Любой нормальный мальчишка, который хочет служить своей родине. Но не всем можно там оказаться. Поэтому мы сегодня здесь. Если завтра начнется война, польской армии хватит снарядов на 1-2 недели. Об этом прямо заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Лукowski. Причем в некоторых случаях и вовсе на 5-7 дней. Это не домыслы, а официальное признание действующего генерала в интервью телеканалу Polsat. Такого откровенного сигнала не было давно. В стране, которая тратит десятки миллиардов долларов на оборону и считается одним из ключевых союзников США в регионе, просто нет достаточных запасов боеприпасов, а чтобы их накопить, понадобится не менее 2-3 лет.
Я думаю, что в зависимости от того, как будет проходить эта война, наша оборона может продержаться неделю или две. Но давайте помнить, что мы находимся на этапе наращивания потенциала. И мы надеемся, что за эти 2-3 года, которые мы выиграем благодаря тому, что Украина сопротивляется, и благодаря тому, что мы стимулировали наши программы по развитию энергетики и вооружений, мы восстановим наш потенциал до такой степени, что сможем реально противостоять российской агрессии. Сегодня польская оборонка производит около 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год. Только к 2028 году планируют выйти на уровень в 200-300 тысяч. Это хорошая цель, но до нее все равно еще как до Луны, а время может пойти на часы. На фоне угроз со стороны России и Беларуси Польша увеличивает оборонный бюджет до рекордных 4,7% ВВП в 2025 году. Это почти 50 миллиардов долларов. Варшава скупает оружие, усиливает армию, строит заграждения на границах, но на деле, как признает генерал, с таким арсеналом долго не продержаться. Мощных слов и миллиардов недостаточно, нужен боезапас, которого просто нет, и люди. Но беспокойство вызывает другое. Если одна из передовых в военном плане стран НАТО может позволить себе 2 недели, то сколько продержатся другие? Как думаете вы? Пишите в комментарии под видео, это очень важно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Американская дипломатия может встрять в очередной конфликт. Теперь с европейской страной. Терпение Дании заканчивается. Они говорят, что американская политика касательно Гренландии уже переходит все границы. А тут еще и вице-президент собрался туда с визитом. Я собираюсь навестить некоторых наших защитников из ВКС на северо-западном побережье Гренландии, а также просто проверю, как обстоят дела с безопасностью в Гренландии. Как вы знаете, это очень важно. Многие другие страны угрожают Гренландии, угрожают использовать ее территорию и водные пути для угрозы Соединенным Штатам, угрозы Канаде и, конечно же, угрозы жителям Гренландии. Поэтому мы должны проверить, как там обстоят дела. Загадкой остается то, кто же все-таки угрожает США и Канаде со стороны Гренландии. Официально остров — автономная территория под контролем Дании. Любое изменение ее статуса потребует изменения основного закона и Дании, и Гренландии. Важно понимать, что большинство жителей Гренландии против любого присоединения к США. Опросы это показывали и не раз. Но Вашингтон, похоже, собирается действовать не через покупку, как предлагалось в прошлом, а под флагом гаранта безопасности. Российские пропагандисты заявляют о смерти еще одного своего коллеги. После того, как в оккупированной Луганской области снаряд прилетел по машине с так называемыми журналистами, сообщали о смерти съемочной группы. Сейчас к списку добавился еще один военкор Первого канала, и оператор получил ранение. Но теперь уже в Белгородской области. Они подорвались на мине в Краснояружском районе. Интересно, чья это мина? Вдруг не украинская? Тексты от российского МИДа можно спутать с текстами пропагандистов и даже Дмитрия Медведева, хотя официальная информация, кажется, должна быть подкреплена фактами. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою звериную сущность. Так прокомментировали в нашем МИДе атаку на российских журналистов в зоне спецоперации. Интересно, а как так называемые журналисты оказались на украинской территории в первом случае и на российской неразминированной во втором? Израильтянин стал жертвой репрессий в Беларуси. Его арестовали, пытали током и морили голодом. Задержали его еще в начале февраля. Повод — подписка на якобы экстремистский контент. На деле обычная группа, где обсуждали жизнь в Израиле и Беларуси. Ни политики, ни агитации. Просто подписка, и вот уже статья, суд и тюрьма. Но за решеткой начался настоящий ад. Мужчину морили голодом, его били, использовали электрошок. Семья утверждает, это были настоящие пытки, физические и психологически. Сын мужчины участвовал в митинге в Израиле в поддержку белорусов. После этого вся семья начала получать угрозы. Ну а потом арест отца. После задержания связь оборвалась. Белорусские власти забрали у мужчины документы. Речь идет о судебном разбирательстве в иностранном государстве в отношении гражданина Израиля, имеющего двойное гражданство, израильское и белорусское. В частности, мы помогли сыну задержанного во всем, что возможно, включая выдачу экстренного израильского паспорта и предоставление бесплатных услуг в связи с особыми обстоятельствами данного случая.
Сын говорит, что никакой помощи, никакой защиты он не получил. По его словам, отец вернулся домой сломленным, сильно похудел, осунулся, посидел, словно прошел через мясорубку. 14 миллиардов долларов потеряли на границе с Казахстаном. Через казахстанско-китайскую границу каждый год проходят тонны товаров, но по документам будто бы ничего не было. Только за 2024 год, по официальным данным Китая, в Казахстан завезли товаров на почти 14 миллиардов долларов больше, чем это указано в казахстанской статистике. Значительная часть импорта поступает в Казахстан без должного таможенного оформления путем экономической контрабанды, нанося тем самым ущерб интересам национальной экономики и доходам бюджета. Даже если речь идет о половине названных сумм, считаем такие потери бюджета недопустимыми. И это уже не первый год. В 2023-м расхождение составило 8,4 миллиарда долларов. Сейчас уже почти вдвое больше. И что самое абсурдное, все это давно известно. Президент Казахстана еще в 2022 году публично называл происходящее на границе бардаком и поручал навести порядок. Но, судя по цифрам, дальше разговоров дело не пошло. Ограничение финансирования «Радио Свобода» американский суд временно заморозил. Федеральный суд в Вашингтоне принял такое решение. Судья признал, что остановка гранта нанесла бы непоправимый ущерб и постановил временно запретить агентству по глобальным медиа прекращать поддержку. Руководство USAGM, агентство по глобальным медиа, не может в одночасье и без объяснения выдвинуть РФЕ-РЛ прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать. Ранее стало известно, что после указа Дональда Трампа о сокращении штатов в 7 федеральных агентствах, агентство по глобальным медиа приостановило финансирование «Радио Свободы», «Радио Свободная Европа». Сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления о расторжении контрактов с 31 марта. Судебный запрет дает «Радио Свобода» шанс продолжить работу как минимум временно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.